Положи нож на землю, идиот! Нет, нет, Кануф, ты не понимаешь. Я так больше не могу. Что происходит тут? Что происходит? Вау, серия глазами Акетры. Неплохо, я бы даже сказал, сильно. Но вот вопрос, а расскажет ли нам Акетра о фараоне, которого видела? Расскажет ли о Сан-Фране, о Фарагонде? И самое главное о том, что она спалила мое измерение Прунус. Я же не давал разрешения. Хотя я и не запрещал. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы... крепко поспали, получается. Да-да, Лолошка как был 2 серии назад в этом доме, так и остался. Но не потому, что нам нечего показывать. Скорее наоборот. Нам показали целое повествование сюжета глазами Акетры. Мы могли ей управлять. И повествование было с момента нападения на нее и заканчивая телепортацией домой при помощи искры. Напомню, что предыдущая серия была очень богата на события. Акетра впервые открывает искру, попадает в мир 13, знакомится с персонажами из предыдущего сезона, Сан-Франом и Фарагондой, которые, кстати, в этой вселенной стали учителями в Академии Магии. Запомним. А еще Акетра хоть и немного, но все-таки научилась использовать искру. Поздравляем! Ура! Новый мироходец в строю. Но я хочу кое-что разъяснить сразу. Вот чтобы не было таких комментариев. Мой персонаж всей этой истории не знает. Сейчас мы знаем о истории Акетры только как зрители. И мне вот интересно, как зрителю, Акетра обо всем этом расскажет или нет? Нам четко дали понять, что события предыдущего сезона хоть и помогли устранить временной парадокс, но не излечили его до конца. Это надо тоже запомнить. Короче, хватит разглагольствовать, здрасте. У меня болит спина. Молодец. Вот именно о шахтерах я и хотел поговорить. Внимание, внимание, уже 5 серий подряд, а то и более, я прокачиваю свой остров. Добыча железа, добыча камня, добыча угля. У меня тут прокачана рабочая сила, охрана объекта, то есть я реально постарался. Но дало ли это что-то? Вопрос. Вещи-то все-таки появляются? Здесь нет. Так, может быть здесь? Тоже нет. Ладно, есть более подходящий сундук, который так и называется, сундук Storytelling. Опа. Да ладно, оно реально наконец-то появляется. Но где железо, алло? За все это время ни кусочка, ты издеваешься? Это ж как жестко надо это все прокачивать-то, а? Забираем булыжник, забираем уголь, немного оставляем. И да, я хочу реально проверить, как это появляется. То есть, если я сейчас буду тупо здесь стоять, оно появится? Так, шахтер. Ты работаешь? О, да. А, это защитник, господи! И он просто постоянно берет меч, потому что некого атаковать, да? Ага, значит, монстры какие-то будут нападать. Вот тебе и спойлер. Но проблема, сколько бы я здесь ни стоял, вещи не появляются. Да, надо бы прокачивать, наверное, еще усерднее, еще больше. Например, не знаю, до 5 уровня или даже до 10-го. О! Опа-па-па-па, ребята, а булыга-то все-таки появляется. Очень медленно, но работает. Вот, такой вот у меня вердикт. Представляешь, ночью пробовал мясо чудища. О, это реально? И чё, как оно? Да знаешь, на вкус как хара, на цвет и запах тоже. Я бы и хотел над тобой пошутить, если бы сам не знал, каково это на вкус. Да, дружище, жизнь у нас не самая сладкая. Но вроде бы что-то налаживается, да? Взять хотя бы вон того Лолошку. Приехал ведь, перебил всех, ты еще и он и надо спас. Ну, тут согласен, не поспоришь. Мировой парень, получается. Чего? И надо? Какого еще и надо? А, того мужика, которому, помните, колено подбили или что там, ногу. В любом случае, спасибо за теплые слова. А теперь работать быстро. Опа, ты посмотри, жрет опять, а? Свинья, то есть фара. Не так уж и плохо, точно. Что? Каким еще? Что надо? Алло? О, Лолошка, будешь есть? Обглоданный кусок, ну давай. Подожди, реально? У меня тут еще немножко. Так, погоди, а может быть все-таки поговорим? Ну что такое? Ну что ты пристаешь ко мне, а? Ну, плыть уже обратно хочешь, что ли, а, Абд? Ладно, через часик, может быть, отправимся, а я пока вздремну.
Плохая примета, знаешь ли, плавать с полным брюхом. Все, через час на корабле. Не мешай мне, я дремать. Вот и договорились. А мое мнение учитывается, нет? То есть то, что я абд, это как бы... Ну ладно, я абд, но я владелец этих островов. Может быть, мне там это... Закупку надо произвести где-то. Вот тварина, а. Вот про таких, как Фарах, можно сказать, им бы место потеплее да денег побольше. Все остальное их не волнует. Да уж... Ладно, через час так через час. Жареный кусок оленины дал мне. О, у меня это даже съедено. Помогло в добавлении сердец. О как. Ну ладно, значит есть не обязательно. Давайте выкинем все ненужное. Это и все остальное. Вот так намного лучше. Такс, далее попробуем Ты, кстати, поговорить. как думаешь, мясо этих чудищ можно есть? Не-не-не-не-не, ты чё, мне кажется, нет. Я бы такой точно не стал жрать. Ребята, а может быть это, по кактусу тогда сегодня, а? Что? А давай! Вот и договорились. Но я только что слышал диалог, как другие ели мясо. Вроде как живы, только на вкус как хара. Может быть еще какая важная инфа? О, ты, кстати, видела? Незадолго до появления чудищ приплывал корабль. О, да-да, помню. Притом такой же, как тогда, с масочными. О, да, правда. Не нравится мне все это, ой, не нравится. Так, а вот это уже, кстати, важная информация. Погоди, чего? Незадолго до появления гулей приплывал корабль. Угу, корабль тоифетунцев. Понятно. Странно то, что тоифетунцы не пытаются обратно захватить этот остров. А, стоп. Что, подожди? Фарах. Это баг? Ты что тут делаешь? Он никак не реагирует. Эй. Ну чего, отправляемся? А, так я все это время мог просто прийти. Реально? О, господи. Ха-ха-ха-ха. Заждалась тебе уже твоя красивая леди, небось, да? Ха-ха. Ладно, плывем. Прикольно. Ладно, можно было не задерживаться. Это меня радует. Такс. По итогу мы сейчас, кстати, куда? В Нарфанис? Просто в Нарфанис как будто мне не то чтобы можно, не то чтобы нужно. Если пытались убить леди Акетру, то если я появлюсь в Нарфанисе, со мной даже цацкаться не будут. Поэтому что-то я не совсем понимаю, как будет развиваться сюжет. Здрасте. Не поговорим, не поговорим. Ой, прошу прощения. Ваш стул, ваш. С тобой тоже нет. Ладно, тогда с Фарахом. О, ты... Знаешь, на самом деле-то... ладно, знаешь, забудь, извини. Что? Поговорили. Шикарный диалог получился, спасибо. Блин, как красиво это выглядит. О, боже. Каждый раз офигеваю от того, как же это красочно реализовано. Так, и где же мы? А? Что, где? А, это Нарфанис. Фарах, поговорим? Все? Больше не хочешь? Так, мне, кстати, говорили... Да, мне говорили про то, что на корабле Фараха можно найти специальный сундук. Вот он, шахтерский. Который, кстати говоря, не открывается. То есть, как бы я не хотел, да? А, или погоди, по-моему, какая-то такая прокачка была. Ну-ка. Место для хранения ваших ресурсов. Доступен как в шахте, так и на корабле коменданта. Фарах только что недавно называл себя комендантом. Получается, вот он, его корабль. И... О! Стоп, теперь открывается, что за бред? Но как же медленно копится. Просто невероятный бред. Типа, я даже до кусочка железа еще не дошел. Так, в итоге прямо сейчас мы не будем, наверное, медлить. Мы пойдем к дому Акетры. Парень, знай! Сочнейшие томаты только у меня. Да, я знаю. Так вот, повторяюсь, мне сейчас нужно к леди Акетре, телепортируемся. Что? What the fuck? Так, погоди, стоп. Рынок Нара? А рынок Нара работает. Я понял. Мне нельзя туда телепортироваться, мне запретили. Так, а что мне? Ну, я пешком дойду, мне несложно. Но это явно уже что-то означает. Эй! Это что такое? Нар-Сафар. Где мой Нар-Сафар? Нар-Сафар, вот он. У меня документы. Привет. А, вот он, лови его! Что? Чего? Оп. Похоже, дело приняло серьезный оборот. Надо не попадаться. Подожди, не попадаться? А
Как мне тогда пройти? Это же буквально нереально, если это единственный проход. У меня два варианта событий. Либо мне нужно что-то найти здесь на рынке, либо мне нужно пробраться через эту стражу. То есть как-то аккуратно. Самое первое, я, конечно, попробую что-нибудь книги, здесь. заклинаний, зачарований, наложение чар, подходите. Сделаю быстро и недорого. Так вот, я попробую тут сначала походить, поискать что-нибудь. Понятное дело то, что мне, наверное, сейчас бы еды купить. Вот это явно нужно. Хотя, может быть, у меня тут есть. О, сюда, ничего покупать не надо. Попробуем обойти весь рынок. Удивительно, но ничего не произошло. Ладно, тогда у меня будет небольшая попытка, наверное, поломать сюжет. Я не знаю, правильно ли я сейчас делаю, но мы узнаем это тогда, когда придем к леди Акетре. Если там что-то начнет продолжаться, то тогда мы делали все правильно. Если не будет, то значит я окончательно все сломал. Воу! Что за... О, я понял, я все правильно сделал, ребята. Мы даже до дома еще не дошли, но я понял то, что я делаю все правильно. Обалдеть, вот почему мне нельзя телепортироваться. Почему весь город оцепили стражники? Меня ищут, а Кетру ищут? Я не понимаю. Здесь сейчас должна быть клетка. Да, вот она, клетка. Тигры, здорово. Знаете, это похоже на какой-то комендантский час. А еще у меня такое ощущение, что здесь нельзя пройти, я иду неправильным путем. А, не, все, нормально, можно. Вот он, тот самый мост. И мы пропустили кучу стражников, офигеть! Хе-хе-хе. Не зря так пошли. Здрасте. Как бы вас обойти-то? Черт. Как вас обойти? Все нормально. Интересно, у дома будут стражники? Пока что не вижу ни одного. И да, смотри, ни одного человека. Ну ладно, как минимум прямо у дома никого... Нет? Чё? Ой. Эй, стой! Стой! Если ты это сделаешь, то я тоже это сделаю! Положи нож на землю, идиот! Нет, нет, Хануф, ты не понимаешь. Я так больше не могу. Отвернись. Я не могу, когда ты смотришь. Стой, Абди! Надо что-то делать, выбить дверь, Хануф, Абди, выбить дверь. Что происходит тут? Что происходит? Ложка. Я рад, что вы живы. Но я прошу вас, отвернитесь. Хара, ложка, пожалуйста! Абди, Дай сюда. посмотри на меня. Эй, это мое. Черт возьми, ребята, что здесь случилось? Я прежде чем задам любой здесь вопрос, точнее что-то нажму, я только что увидел Халиму. Котик. Это... Чтобы вы понимали, у меня сейчас дикое нежелание как-то продолжать, потому что у меня, вот слышите, слезки пошли. Я просто даже не знал, что вот до такого может дойти. Боже, Абди. Итак, я снова здесь, снова с вами. Фу, успокоились немножко. Что здесь случилось? Абди, расскажи мне, что произошло. Хануф, расскажи мне, что произошло. Где Акетра? Что случилось? Где Сдерик? Кто-нибудь. Я здесь. О. Ложка, май ты гад. живой. Привет. Иди сюда. Блин. Ложка. Что здесь Это... творилось? Это... Черт. Это... Нет, все. Нельзя, не раскисать. Ох, сначала мы должны позаботиться о Халиме, затем о нашей безопасности. Боже, о господи. Эти трупы нужно спрятать. О, простите меня. Простите, пожалуйста. Я не понимал, что творю. Так, ребят, блин, я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать-то. Успокойся, Сдерик. Я займусь телами. Лолошка, я рад, что ты живой. Итак, посмотрим. А где, собственно, леди? Где она? О, леди, они пропали! Они буквально испарились! А они за это убили! Они убили Халиму! Ты понимаешь? Они ее убили! Они убили Халиму! Так, черт, хара. Вот тебе и хара. Вот тебе и хара. Я не могу. Вот так. Я не могу поверить. Не могу поверить. Мы
Мы ведь всю жизнь всегда были вместе. Мне уже даже нет сил плакать. Я просто надеюсь, что она не страдает там. Надеюсь, что Кнеф Мтити позаботится о ней. О, Абди, спасибо тебе большое за молитву. И тебе спасибо, Лолошка. Спасибо, что спас его. Так, я прошу прощения, что встреваю. Хануф, надо рассказать Лолошке, что произошло. А? Нет, Сдерик, нет. Я не смогу. Я не смогу этого сделать. Так, давай для начала присядем, хорошо? Что, ты кому это предлагаешь? Мне? Или Хануф? Эй, Абди, ты, может, тоже присядешь с нами? Нет, Хануф, прости, я не хочу говорить. Я хочу побыть с Халимой. Что, кто? Ну, ребята, если что, то кровь я везде тоже отмыл. Постарался навести какой-никакой порядок. Ну, как говорится, не первый, не последний раз. А теперь, могу ли я все-таки узнать, что произошло, а, Хануф? Да, сейчас. Окей, давайте. Давайте я начну. В общем, прошлой ночью в наш дом... Нет, я буду говорить с Дерек. Ладно. Что ж, Халима бы справилась. Она бы все рассказала сама. Да, я буду сильной ради нее. Фух. В общем, ночью к нам в дом заявились эти, в черных одеждах. О, и ведь леди говорили, что за ними придут. Она сказала, что мы дождемся тебя, а затем отправимся к морю. Халима была рада. Она любила море. И вот, значит, я слышу шум. Мы с Халимой выбегаем из комнаты и видим, как госпожа буквально растворяется в воздухе. Нападавшие будто взбесились из-за этого. Они, видимо, решили, что мы провернули какой-то фокус, и Акетра где-то прячется. Сначала они перевернули все в доме, потом стали кричать. Мы говорили, что ничего не знаем, что мы без понятия, куда исчезла госпожа. Но нет, тогда они избили Абди, а потом со смехом зарезали несколько кошек. Они сказали на это, мол, приказ фараона необходимо исполнять. Они говорили, что не уйдут, пока не найдут огонь, что им плевать на девчонку. Нас с Халимой они связали и кинули на пол, прямо у колонны. Мы почти все время молчали, было очень страшно. Но когда они так презрительно начали говорить о госпоже, Халима не могла терпеть такой наглости. Она накричала на них. Они кинулись на нее, начали бить. Они приказывали заткнуться ей. Но потом, когда они пошли в комнату леди и стали перерывать там все вверх дном, Бастет, самая любимая кошка госпожи, кинулась на одного из них, начала драть его лицо. Тот человек схватил кошку, начал топтать ее ногами. Халима вывернулась из веревок, вскочила, выхватила у него нож и... Она воткнула ему прямо в глаз. Я не видела, как ее схватили, как ее... Халима, давай лучше я. В общем, вот тогда-то и началось самое страшное. Кровь попала на Абди и он... Тише, Сдерик. Боже. В общем, да, я убил их всех. Я не знаю, простит ли меня Кнеф Мтити и простит ли Халима за то, что я позволил ей умереть, что не сделал этого раньше. Но однажды я поклялся, что больше никогда не буду убивать. Я думал, что Дана, ее мерзкие убийцы и тайные общества в прошлом. Я был счастлив все это время. Я просто хотел спокойной жизни обычного Абда. Черт. Клянусь вам, Лолошка, я больше никогда никому из вас, из моей семьи, не дам умереть. Тебе, Хануф, знай, я обязан жизнью. Ты спасла меня от трусливого поступка, который ничего бы тогда не изменил. Спасибо тебе. И
Если что, простите, что прервал ваш рассказ. Продолжайте. Да, хорошо. Абзи, не волнуйся, все в порядке. Эй, Хануф, нет, как раз таки не все в порядке. Ладно. В общем, Лолошка, я думаю, дальше и так все понятно. Я позже всех вышел из своей комнаты, потому что не сразу услышал шум. Я не видел, как исчезла Акетра, не видел Бастет и не видел поступка Халимы. Но я застал ярость Абди. Все внимание было сосредоточено на нем. Так что, пока Абди расправлялся в одиночку с целым отрядом убийц, я, как помнишь, побежал за помощью. На улицах никого не было, представляешь? Никого! Кроме солдат Амара. О, я смекнул. Все это явно не просто так. Поэтому сначала побежал в порт. Надо было найти Буриса. Но в порту солдат было не меньше. Черт, я просто не знал, что делать. Я часа 3 бродил по городу, шарахался от каждой тени. Все было словно в дыму. А потом я набрел на утенка. И мне так захотелось выпить, не представляешь. Но там было закрыто. Поэтому я сидел там до самого утра. Ну, естественно, там было закрыто. Я в такое время не работаю. Никто в такое время не работает. Ну вот, да. Короче, я все выпалил Джамилю, стоило мне только-только его увидеть. Аура у него что ли такая, не понимаю. Короче, мы взяли оружие и помчались сюда. Вот. Так вот мы и прибежали, а ты уже тут как тут. Угу, ну в целом я все понял. Хануф, а ты не подскажешь? А леди Акетра исчезла с такой, знаешь, желтой вспышкой, да? Да, с желтой вспышкой. Ну понятно. Хотите верьте, хотите нет, но я уже видел такое раньше, когда мы были совсем маленькими. Мы тогда поспорили, кто сможет пройтись до конца стрелы портового крана и обратно с закрытыми глазами. Я вот испугался, а Акетра прошла, но в самом конце оступилась и упала. Господи. Да-да, но она не просто упала, она исчезла с той самой желтой вспышкой. Появилась спустя 5 минут с ней же, рядом со мной. Я уж тогда с крана слез. Она была до нитки промокшей, бормотала что-то про какой-то сильный дождь. Мы через пару дней уже и забыли про это, но сейчас меня будто прошибло. Ух ты, вот это... Спустя 5 минут, говоришь? Я поняла. Может быть, госпожа сейчас тоже появилась где-то, да? О, вот бы с ней все было хорошо. Ну да, в целом я это имел в виду. Поискать было бы неплохо. Ну так, а чего же мы стоим-то тогда? Вперед, на поиски! Ух ты ж, полетела! Подожди, а где мы? Так мы в доме Акетры все это время были. Тут, оказывается, микросадик был, а я даже не замечал, кстати. Эй, Абди. Так, ну ладно, видимо, без Абди... Эй, стойте! Лолошка, стойте! Заговорил все-таки. Абди, не сейчас. Нужно найти Акетру. Что такое, Абди? Знаете, я просто хотел сказать спасибо вам за то, что вы такой невозможный человек. Вы доказали мне, что можно побороть свои страхи и что огни существуют. Я и представить себе не мог, что в этом проклятом мире есть радость. Я был так счастлив, так боялся все потерять, что решил, что если не возникать, а спокойно сидеть себе, то все так будет всегда. Но теперь я знаю, что за счастье надо бороться, иначе его попытаются отнять. Вот, обещаю вам, Лолошка, отныне я буду бороться. Окей, ладно. Абди, простите, что прерываю, но... Ребята, мы нашли ее! За мной, скорее, за мной! Что? Ой, господи, такой, блин, странный окровавленный Абди. Точнее, не то, что странный, а страшный. А ну-ка показывайте. Где? Где? Вот она, смотри, цела! Эй, тихо ты, не ори, разбудишь. Уйдите все отсюда. Охренеть. Жива. И она в том самом платье. В том самом платье, которое купила в мире 13. Ну, то есть, когда мы ей управляли. Обалдеть. Эй, Лолошка, иди сюда. В общем, Лолошка, я пойду узнавать, что это было и кому это надо. Ого, солдаты Амара на улицах и нападение этих странных людей
Явно не совпадение. Хорошо. А я вот, знаете, с удовольствием последую примеру нашей госпожи. И, наконец-то, за эти 2 дня посплю. Не думаю, что сегодня нам что-то еще может угрожать. Да-да, тебе это надо. Масса лома, ребята. Держитесь. Спасибо, Джамиль. Кем бы ты все-таки не был, на какой бы стороне ты ни держался, спасибо тебе. Ребят, вот понимаете, я люблю серии с открытым концом. Меня очень сильно поражают такие сценарные работы, которые открыто тебе говорят: а вот ты не получишь сейчас ни хорошей, ни плохой концовки. И вот эта серия очень показательная. Я не могу сказать то, что все хорошо закончилось. Нет, вообще ни капли. При этом я не могу сказать то, что все плохо закончилось. То есть, тут каждый делает свои выводы. Но, думаю, вы согласитесь со мной, что вот этот кусок истории, который мы только что получили, никого не оставит равнодушным. Но это прям, это было хорошо. Это было хорошо и одновременно при этом ужасно. Но ужасно не со сценарной точки зрения, а с того, как же все-таки все сложилось. Мне просто интересно, могло ли быть лучше? Об этом, скорее всего, и мне, и вам нужно хорошенько подумать. Спасибо огромное за просмотр данного выпуска. Надеюсь, то, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Все ваши нажатия — это огромный буст мотивации. Напомню, что мы стремимся к качеству и, как говорится, дальше больше. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и покойся с миром, Халима. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.